Всем привет! Без преувеличения скажу, что на такой рыбалке, как сегодня, я буду в первый раз. На самом деле, я однажды пробовал половить таким способом, но у меня ничего не получилось. Потому что то как-то лодку болтало, то с якорей срывало, ну и так далее. Сегодня я буду ловить не на спиннинг, а на поплавок с лодки. Ну, если кому-то это принципиально, то с каяка. Там вот вдали, ну уже близко стоит мой друг Сергей, который уже поднаторел в этом способе ловли и позвал меня попробовать. Я сначала отнекивался, но потом, глядя на его успехи, а они у него существенные и значительные, там плотва по 200-300 грамм, реально, блин, как тапок размером, я понял, что я тоже так хочу. В общем, сегодня буду пробовать рыбалку, на которой буду в первый раз в жизни. Ловить сегодня буду я, как обычно, не просто так, а нужно что-то такое вот. Поэтому ловить буду сегодня по-восточному. Ну, как это я объясню потом, по-китайски или даже по-корейски. Вот. Но там посмотрим, что в итоге получится. Может быть, Серега, который ловит классическим способом, так сказать, покажет несостоятельность всех моих изысканий. Я надеюсь, что все способы помогут. Ну да, лишь бы клев был, все правильно. Я прям Кристер Аврора. Ага. Как сначала казалось, что он как-то это... Не, он дутый такой. А место в итоге больше в этом у тебя. Потому что этот надутый, но... Ловить я сегодня буду на маховое удилище. 6-метровое. Вот такое. Это удочка акумовская. Competition поле 6000. Я думаю, сегодня мне должно хватить. Хотя Серега предлагал, чтобы я взял 7-метровку. Но я, честно говоря, заленился вчера и не изготовил. Хотя у меня 7-метровка на этот сезон есть. Мне, правда, и ловить, честно скажу, страшновато. Да, отлично. Не знаю, с 7-метровкой тут так закинул и сидишь себе спокойно. Когда я говорил, что буду ловить по-восточному, я имел в виду хирабуну. Хотя хирабуна — это как бы ловля карася, но на самом деле мне больше прельщает то, что в этой ловле используются вот такие вот сверхчувствительные поплавки. И то, что в хирабуне есть два способа ловли. Это донный, корейский так называемый, которым я сегодня буду ловить. Я уже в этом сезоне потренировался, и у меня в целом получается. Единственное, я не выкладывал видео с рыбалки на поплавок. Ну, как-то, не знаю, там поймаешь 2 карася с десяток плотвы, и вроде как особо показывать нечего. И мне всегда было лень делать такие рыбалки. Но сегодняшнюю рыбалку, наверное, все-таки сделаю, потому что, ну, мне кажется, необычно это ловить на поплавок с лодки или с этого. По крайней мере, для меня. А я люблю какие-нибудь видео необычные делать. Ну, я думаю, вы и так знаете. Касаемо оснащения корейской оснастки, оно тоже немножко отличается от нашего поплавочного. Я сейчас покажу, что оно из себя представляет. Смотрите, корейская оснастка, она отличается вообще в целом поплавочная ловля по-восточному, отличается от ловли, грубо говоря, по европейской, то есть от нашей. Не знаю, насколько вам видно, но вот здесь с одной стороны скользящий классический грузик, хотя это не по правилам сделано, это я просто так уже какой был. Вообще сюда мотается свинцовая лента, но не суть, принцип один и тот же. Но потом идет уже различие, видите, здесь идет подпасок, такой вот примерно длины, сантиметров 20, и здесь сам подпасок, он стационарный. Это я сам скрутил из проволочки, но вообще они как бы продаются специальные. 0,75 граммов. И вот это вот основа, собственно говоря, ловли. Для чего используется плетенка, а не леска? Считается, что такая оснастка более чувствительная. И действительно, я уже проверил. У меня 3 рыбалки в этом сезоне поплавочных было. Снасть очень и очень чувствительная. Ну, а дальше идут поводки. У меня даже, может, немножко длинновато. Ну, тут кто какие ставит. Обычно ставятся либо 2 одинаковых, либо 5-10. У меня стоит где-то, наверное, 7,5-15 по длине. Вообще мне как бы вроде уже знаний разных нахватался по хирабуне. Хочется записать отдельное видео, но все никак не доходят руки. Хотя сама ловля хирабуна очень интересная. Ловить я сегодня буду не на хирабуновское тесто. По той причине, что я его забыл. Я хотел половить на него, но, честно говоря, забыл. Но не суть. Может быть и хорошо, потому что все-таки первый раз ловлю вот именно как Серега уже тут. Рыбалок 10, наверное, уже на поплавок. И на классическую кукурузу, но
грубо говоря, по-восточному, вот, по-херабуновски. С чем с тестом плохо? Во-первых, собирает мелочь, а во-вторых, его нужно правильно намешать, чтобы оно было прям вот, ну, до дна падало и мелочь не собирала. Короче, не сегодня. Потому что тут пока хоть бы так просто вот наточиться, настроиться на ловлю с лодки поплавком. Ну вот сейчас с 2 якорями стою, уже как-то поинтересней. А то крутила туда-сюда. На пустой крючок. Я переставился сейчас. У меня не получается там найти глубину. Это какие-то страдания. Вот на пустой крючок я сейчас пойму окуня. Серега смеется, говорит, вот что значит спиннингист. Ну да. Проводка, наверное, идет. Я этот по пару раз поджиговал, да? Уже по инерции. Худо-бедно я разобрался с выставлением глубины. Правда, для этого мне пришлось переплыть вот сюда, с другой стороны ставить, потому что мне показалось там как бы ямкой, короче, поплавок то вниз, то вверх. Но здесь как бы вот пришел уже к какому-то этому, получил, так сказать, опыт. На самом деле просто я кидал по поплавочному, то есть оно летело туда, падало там, потом это все сносило, а надо просто опускать краном. И так намного лучше получается именно вот выбрать то. Даже удобство какое-то начал испытывать. Ну, в общем, пришло время прикормки. Буду кормить карасевой прикормкой. Она уже в этом году у меня зарекомендовала себя, причем по плотве, по любой рыбе. Но вообще я думаю, что вот эти все там карп, карась, это такое себе. На самом деле, если что-то работает, то, как правило, по любой рыбе. Может быть, я еще, конечно, что-то не понимаю, это все-таки больше спиннингист. Но, по крайней мере, в этом году мне так показалось. Буду у Сереги рыбу переманивать. Он напрягся, смотрю. Ну да, я тебя и так уже оббурил. Прикормка, кстати, чем мне нравится, то что она не просто как пыль, а содержит прям вот такие крупные кусочки. Потому что если как бы я всегда стараюсь мешать микс делать, там еще добавлять что-нибудь зерновое, там такое, то здесь как бы все есть. Ловлю я на кукурузу, на 2 крючка. Крючки чуть большеваты, как по мне, но если что, поменяю. Тут на нас надвигается непогода. На самом деле, практически весь июль у нас дожди, холода, короче, такая. Июль на июль не похож, а вот сейчас уже август, и надеюсь, что лето наступит осенью. Ничего себе, что-то хорошее вроде. Ху-ху-ху. Не, ну не супер, не, ну хорошая. Хорошая, да. С почином меня. Только думал крючки поменять. Ну, в целом для такой пасти, а я ж на такую рыбу приехал, крючок вполне себе подходит. Да, можно не менять, наверное. А то мелочь будет всякая ловиться. Нет, так вы знаете, даже удобно. Сидишь, так вот руку положил. Есть. Я же говорю, Сереге, ну сейчас всю рыбу я... Сегодня рыбу забираю. Буду делать, буду сушить ее. А здесь такой маленький ротик. Ну, тоже, в принципе, крючки. Я их, правда, больше на карася и даже с прицелом на карпа, когда вот рыбачил недавно. Для такой плотвы тоже пойдут.
Опа, опа. Есть. О! Вот это хороший батон. Хо-хо-хо. Серега, не хочешь записаться ко мне на курсы по ловле плотвы? Пора? Обычно говорят, я до этого экспериментировал, а сейчас буду ловить по-нормальному. Тут у нас по прогнозу стоял полный штиль, а в реале полный П. Нет, за мной за каяк, блядь, перехлёстывает. Да, меня вон на 2 якорях уже перекрутило, развернуло. Я даже не знаю, есть там поклевки, нет, ну, конечно, жесть. Обидно. То ли оно сейчас вообще начнется, тут ливень и ураган, то ли оно все стихнет. Хотя, судя по... все-таки, наверное, не стихнет. Опа! Долго я тебя ждал. Вообще надо пользоваться, конечно, сачком, потому что сейчас тонкий поводок. Очень деликатно сейчас из-за ветра не видно, во-первых, самому. Во-вторых, поклевка прям деликатная была. Но очень по нашим меркам достойная плотва. Не, ну это такая средняя, чуть выше среднюю. Вот то, что в предыдущий ловил, прям вообще отлично. Серега там питается, мы все думаем, как едой поделиться, потому что у меня домашняя хачапури. У Сереги бутеры с салом. И очень хочется осуществить натуральный обмен. Но ни он, ни я с якоря не снимемся, потому что это фатально, в принципе, сегодня. Да полчаса оставится, блин, туда-сюда. Да, полчаса в итоге потом корячится. Тоже поймал, да, Серег? Ага. Самая меньшая рыба. Ну может так... ты это посмотрел. В Японии есть соревнования, кто поймает самую маленькую рыбку. Там крючочки там с полноготочка такие, знаешь, удочки там такие. И они ее потом как-то меряют, запускают в такой мини-аквариум, там измеряют. Ну там вообще жесть. Сидят в ручейках такие там. Еще одна. Да, приличная. Негодяй, блин. Я прям рядом ловлю, я нет. Да, у Сереги вот он кидает в мою точку, прям накормленную. И почему-то не ловит. Почему так происходит? В целом, в общем-то, удобно с лодки ловить на поплавок. Потому что можно... Опа! Есть. Ух ты, это хорошее. А я его забыл разложить. Нахрен он нужен? Я что-то забыл его разложить, блин. Не, ну это вообще класс. Сам сижу и думаю, а если бы на мормышку сейчас, а? Если бы взять мормышку. У меня сачок, вот так вот он раскладывается. И для спиннинга получается, и для... Теперь бы его не утопить. Кому интересно, это Rapala производит эти сачки. И в принципе на рынке, ну, мало чего-то подобного есть, легкого, карбонового. Если что, я в описании оставлю его название, но их прям быстро разбирают. В том году их просто раскупили за какие-то считанные эти, ну, их, наверное, мало привезли, и потом меня все спрашивали, типа, где взять, где взять. В этом году не знаю, сколько их там, насколько они продаются. Сейчас смотрю на поплавок, кто-то его утягивает. О, Серега поймал. Мою взял, 100%. Все, и у меня сразу перестал. По-любому.
по-правильному. Вот так раз. И все. Надо приучать себя использовать. Не, ну что, на прикормку сразу пошли поклевки. Прям сразу активизировалось все. Так что... Есть. Ни хрена себе. И хорошая, слушай, ну такая. Это ж хорошая, но стандартная сегодня, скажем так. Слушай, вот так вот с ногой удобно, глянь, раз и все. Тут вообще прям лодка, это целый кладезь. Никаких он подставок не надо. И крупная кукуруза, получается, как-то мелочь отсекает в итоге. Поклевки-то есть, но именно вот засечка происходит, когда рыба уже такого размера, более-менее приличного. Ух ты, ни хрена себе вот это было! А? Ни хрена себе у тебя удочка согнула. Да я вообще в шоке. Клюнула плотва. Плотву сожрала щука, щуку сожрал сом. И это все сошло. Кстати, есть такой один маленький секрет, ну или хитрость моя личная. Считается, что жало крючка надо прятать, но наоборот, его не надо прятать. Рыба на это реагирует никак. Я бы сказал, не реагирует. По крайней мере, по моему опыту. И сейчас вот у меня жало всегда открыто. И более того, я стараюсь кукурузу нанизывать так, чтобы вот этой вот вкусной частью, да, мягкой, он был внутрь крючка. Для того, чтобы рыба, она вообще начинает обсасывать. Ну, то я сейчас неправильно немножко нанизал. Но стараюсь, чтобы вот это было всегда внутрь. И тогда она как бы пытается долезть и быстрее засекается. А если ее разворачивать вот так, ну, как обычно все нанизывают, как мне кажется, так все делают, то она начинает его высасывать, и часто в крючок в нее не впивается. Короче, у меня это работает, не знаю, может быть, у кого-то не будет работать. Ну, или вот так вот, соответственно, чтобы мягкое было вверху, и чтобы рыба пыталась до нее добраться, и так засекается лучше. И выглядит вообще вот крючок вот так. То есть все торчит, все открыто. Есть. Не, ну плотвины зачетны. Вау! Поэтому, блин, вроде как и рыба такая, что можно и рукой. Не хочется лишний раз сачок брать. Угу, вижу. Секретная, говоришь, приманка, говоришь. О, учись. Тут на самом деле у нас поклевки уже в принципе прекратились. Уже минут 10 мы сидим. Да больше, каких минут 10, больше. И Серега опять начал ловить на хлеб, и у него начало поклевывать. Ну, правда, мелочь, конечно. И тут я ему сразу это. Вообще я вспоминаю, что-то вспомнилась рыбалка в Астрахани. На поплавок моя. Если что, тоже вот ссылку оставлю. Посмотрите, она очень прикольная, смешная. С меня там все смеялись, как я в Астрахани ловил на поплавок. Когда я прихожу на базу, говорю: мужики, у вас есть поплавок? Такие: ну поплавок, ну а что? Конечно, есть поплавок. И дают мне поплавок, по-моему, на 20 грамм. Там, я не знаю, вот такой, на толстолоба или на кого. И говорю: это что? Ну, говорит, как? Наш, говорит, астраханский поплавок. И я, значит, я ж на спиннинг думаю, надо что-то как-то снарядить же это. Повесил, грузила, по-моему, как раз таки 18 грамм. А он еще такой, там, часть этого поплавка мыши объели. Ну, это насколько он популярный в Астрахани, самоловленный поплавок. Какой-то флюр туда взял, щучий 0,8. Короче, собрал. Это вообще такое, какая-то страшная снасть. На унцовый спиннинг повесил, думаю, ни хрена, ну что на это может пойматься? Какая рыба вообще?
Какого-то червя там здоровенного тоже накопали. Я когда носился вообще по базе, там спрашивал, дайте мне червей, а вас нету, там грузил, там на меня смотрят как на этого чумачечего. Короче, собрал, когда я эту снасть, думаю, ну ни хрена ж на нее не поймается. Пошел туда куда-то за базу, там какой-то, ну, такой, быстринка туда, кить только под дерево. Херякс, этот поплавок в воду ушел. Я псиканул, там красноперка, вот такая. Ну, чуть преувеличил, ну вот такая вот. Я таких вообще в жизни не ловил. Я думаю, ну случайность. Второй раз, и я не знаю, с одного места, и все как на подвобор. Вот такие красноперища. Поплавок это топят прямо аж на дно. Вообще пофигу. Это не то, что здесь у нас 0,12, это основная там тоже, если уж тонкая снасть 0,14, поводки у меня ребята, кто поплавком занимаются, там вообще и 0,9 идет на поводок. Все это тоненькое не вяжется. Вот в Астрахани. Хотя, конечно, скучно. То есть рыбу там поймать это так. Все равно, что радио послушать. Ну что, по законам жанра надо показать весь улов, как мне кажется. Ну, высыпать я не буду, потому что повезу прямо в этой сумке. Надеюсь, вам видно. Тут 1-2 вот таких вот, как на подбор, плотвин. Что я, в общем-то, считаю хорошо. Они у меня пойдут все на засолку, на засушку. В этом году я еще соленые рыбки, один раз ел, но второй раз достойно. Прям уже соскучился по тараночке. Все, спасибо за внимание. Надеюсь, рыбалка всем понравилась. Пока-пока.